Друзья, всех приветствую на пути к финансовой свободе. И прежде чем мы начнем сегодняшний выпуск, я хочу поделиться некоторыми новостями. В процессе развития проекта «Меркурий в судьбах» мы все чаще получаем запросы на консультации по ведению YouTube, а также создание контента, монтаже и так далее. Поэтому сейчас мы берем проекты под ключ от идеи до готового результата. Либо мы просто можем оказать вам грамотную консультацию, и вы сможете делать это самостоятельно. Поэтому контакты под видео, обращайтесь, обязательно проконсультируем. Если вы чувствуете, что вам есть что рассказать миру, вы хотите поделиться своей также историей прихода в сообщество Меркурий, обязательно тоже напишите. Мы вас пригласим. Если вы вдруг еще не пользуетесь нашим безоплатным ботом, который помогает новичкам быстренько освоиться в сообществе Меркурий и сделать первые шаги в потоках. Тогда тоже напишите, я добавлю вас в чат. Ну, а теперь мы переходим к сегодняшней истории. Так, друзья, всех приветствую, кто будет смотреть в записи. Наша очередная встреча «Меркурий в судьбах». Сегодня у нас очень интересный гость. Мы, кстати, продолжаем путешествие по Англии, по Великобритании. Да, у нас уже третья встреча. И сегодня у нас в гостях Александра Брюзгина. Я же правильно назвал фамилию? Брюзгина. Брюзгина, прошу прощения, Брюзгина, Александра Брюзгина. Я два слова буквально скажу, хоть я с Александрой, мы практически не знакомы, недавно познакомились, но немножко я уже кое-какую информацию знаю, и это мне очень не то чтобы понравилось, удивило больше, да, что, в общем, я зачитаю. Александра – педагог и психолог с глубоким профессиональным бэкграундом, и у нее есть несколько образований. Но самое интересное, что она является представительницей старинного дворянского рода. Среди ее предков были руководители строительства Асуанской и Каховской ГЭС. Представляете, какой интересный вообще сейчас будет разговор, да? То есть это профессора ведущих московских университетов. Я думаю, об этом тоже немножко нужно будет остановиться. Но вообще, как я понял, Александра очень позитивный человек. И увлечения у нее тоже очень такие тонкие и, как бы это сказать, интеллигентные, что ли, да? Любит в гольф играть, в караоке петь, или интеллектуальное кино смотреть. В общем, друзья, ну что ж, Александра, мы хотим поближе познакомиться с тобой. Расскажи, пожалуйста, начни с чего-то о себе, а там дальше мы уже там вопросы пойдем, по ходу появятся. Ну да, как ты уже заметил, я выходец из рода такого интересного. Я, кстати, узнала об этом, не так давно, уже будучи в Лондоне. Начала раскапывать эм, свой род, потому что занялась психологией. Мне всегда интересно было, что там в роду. Но это началось уже давно, лет 10 или 15 назад. И наряду с этим я начала рыть еще, конечно, психологические все вот эти вот сейчас знаменитые направления, как нумерология, эзотерика, интуитивные каналы, ченнелерство. Это я уже все прошла. Вот оно только развивается, я уже прошла это все, и развивая себя, и развивая, и понимая отношения в семье, понимая отношения с детьми, и сама удивилась, что насколько род был интересен, потому что у нас всегда, еще когда я маленькая была, у нас заведено было обязательно ужины вместе. У нас получалось всегда вместе, да. Вот в Англии у меня не всегда вместе получается, разлет. Иногда получается, да. И мы всегда обсуждали, это коучинговая программа вообще, а у нас было все естественно в семье поставлено. Мы в конце недели подводили итоги каждого, что сделал каждый за неделю, что он чувствует при этом, да, и молодец он или нет. И какие планы на следующую неделю. Как-то это все обсуждалось, это естественно было. А сейчас я смотрю, что это: "О, коучик, вам нужно коуч, вам нужно к психологу". Ну ладно, хорошо, в семье очень много можно обсудить вообще-то, да. И потом я узнала, что у меня русская сторона и украинская сторона. То есть я как бы сейчас вот с войной, я, конечно, мне это очень неприятно, что Да. творится вообще, да. Поэтому да,
Я в политику не вхожу. И обсуждения тоже эти не вхожу. И когда я услышала, что один из дедов, ну там прадед, дед, вот такой вот, строили Каховскую ГЭС, ну сейчас она взорвана, сейчас ее нет, да, распласталась вся ГЭС в территории Украины. Потом Аусуанскую это в Египте. Мои были выездные, да. Папа, а я не была выездная с нашей семьей, потому что папа у меня военный. Нас Мгм. долго не выпускали после демобилизации папы. Папа еще там спортивной школой был связан. Вот. И я первая как бы из семьи, вот моя мама, папа, выехала за рубеж. Ну так, все, я еду и все. Сколько лет Были назад это 90-е. произошло? Это 90-е были, это был дурдом. Это было так сложно выезжать. Я в том автобусе, я в жизни никогда больше не буду ездить на такие большие расстояния на автобусе. А Это был откуда, первый и последний. Из откуда? Киева. Из Я Киева. из Киева ехала, да. Ну, сейчас же не летает, а тогда еще летали, все можно было полетать, а я решила на автобусе посмотреть Европу, да. Да, тяжелая была, долгая дорога. И когда я в Лондон ехала после Киева, это что такое вообще? Я сейчас поеду обратно в Киев. Какой-то он вообще какой-то непонятный. Притом я в центр езжала на Викторию, это центральный Лондон, он такой весь серый был. По сравнению с Киевом, Киев не серый. Киев такой яркий, да, классный Киев. Путешествие длилось 2 дня. Мы ехали непонятно как, и Европу я особо не увидела, потому что какой-то маршрут был абсолютно не прямой, а левый. Вот, и это была моя последняя, первая и последняя такая попытка ездить автобусами. Я особо и дома не ездила на автобусах. Вот, а так пришлось на автобусе ехать. Ну, в общем, приехала другая совершенно культура. Пока я понимала. Я вообще не могла понять, почему они, когда я, допустим, что-нибудь упало или у меня что-то упало, да, они бегут помогать, но они мне берут вот эту игрушку или что-то там упало и спрашивают: "Are you okay? А ты все нормально с тобой?" А это оказывается, я поначалу думала, ну что, дебилы какие-то? Что, не видишь, что плохо? Ну, здесь же все понятно, а оказывается, там фигня в другом. Там штука в том, что они спрашивают разрешение, могу ли я тебе помочь, Можете. чтобы потом ты мне на голову это все не одела. Понимаешь? Мгм. Совершенно другое мышление. Они не прямые, они никогда тебе прямо не скажут. У них культура так, лучше промолчать, как-то через каких-то третьих людей объяснить и вообще лучше не отвечать. Как-то, знаешь, они отказывают так вот прямо, как мы, нет или да. Это вообще резко, они так: "О!" Сразу к стенке. Как это так вот, да? Ну, в общем, вот культура другая совершенно. А ты же когда переехал, Отличается. ты английский язык знала? Нет. Я когда приехала, я училась, по сравнению с теми, кто ехал в автобусе, да, я ехала серьезно учиться. Я в центре Лондона жила. Я в центре Лондона училась в крутом универе, он называется UCL. Это University College London, прямо в центре, и там очень высокая база, там классная профессура, там четкое образование, которое котируется, ну, и в центре Лондона тоже я жила. В общем, я не зря это вот все проделывала, да. И когда я приехала, у меня был интенсив, и когда я шла домой, меня первые дни у меня просто заблокировало. Я не могла ничего сказать. Я на тот момент поняла, что я нифига не знаю на английском. Я английский не знаю. Я думала, что я знаю. Я не знаю. Но здесь пришлось учить заново. Нам преподают совершенно другой английский. Но сейчас уже все поменялось с 90-х годов. Сейчас уже наши хорошо знают английский язык, и преподавание уже более интересное, там с образами, через юмор наш офигительный, да. Ну, вот так вот и пошло-пошло. Я здесь получала образование, я выучила английский на профессиональном уровне, до того, что я официально совершенно могу использовать язык в официальных и письмах и так далее. Это у меня сильная сторона тоже.
Я занималась, я работала и в маркетинге, и директорами, и менеджерами. В общем, достаточно много наемной работы у меня было, потом я решила, все, я вышла замуж, и у нас был общий такой, у нас совместный, как называется, фамильный, да? Фамильный это называется. Семейный Семейный бизнес. Вот. бизнес. Да. Немножко забываю слова, да, ничего. Семейный бизнес был. Чем Ребята, я не занимались? знаю, как вы, а? Чем занимались? Мы занимались машинами. У Э, нас было все от Ремонт или... покупка, продажа, гаражи были, были аренды, были аварии с адвокатами. В общем, полный спектр занимались. Много лет? Да, много лет. Десяток так точно. Да, еще до рождения детей, да. Да, ну много мы занимались. Потом, получается... и что хорошо, я же приехала сюда, я не водила машину. Не было такой потребности вообще. Как-то так вот. Ну, знаешь, телефон появился уже хорошо, а машина Мгм. это вообще роскошь. Да, ну, у папы была, но у меня не было своей машины. И я сюда приехала, начала заново, ну, как бы заново, я никогда не училась на Украине тому вождению того руля, а здесь правый руль. Все нормально, с нуля все хорошо. Я выучилась быстро, потратив 2000 за год. Просто непонятно, чему меня учили, потом ему сказал, да хватит. За месяц он меня выучил водить, за месяц. Ну, конечно, это были виражи на дорогах. Это были крики, это были визги, это что ты остановилась? Давай! Стоп! Вон у тебя, не видишь, помеха у тебя справа. Тихонько. Александр, а супруг, он англичанин? Нет, он перс. Ух ты. Да. Это еще одна история моей жизни, да. Он эмоциональный такой, наверное, да? Да, он очень эмоциональный, жизнерадостный. Он был, конечно, человеком, который... Он дипломат прирожденный. Он разговаривал, я была свидетелями, такие ребята серьезные были, да, полицейские тоже были. Как он с ними разговаривал? Они потом снимали шляпы и с мигалками нас провожали, куда нам надо. Я не знаю, чему он рассказывал. Он, у Молодец. него такой дар убеждения был, что офигеть вообще. Они ему говорят одно, а он вот так вот и красиво так, да, не унижая их достоинств. Все себя чувствовали замечательно. И они как бы, знаешь, как им кайфово было услужить, приятное сделать, понимаешь? Мгм. Насколько он умел с ними так поговорить, Это да, талант. это талант вообще. Переговорщик, вау, вау был, да. Ну да, вот. И, ну, персидский я знаю тоже, да, один из языков. Я умею читать, писать, разговаривать, танцевать, готовить. Дети тоже Я очень знают вкусно несколько готовлю. языков? Дети, да. У меня один ребенок, и еще от его первого брака еще девочки. То есть у меня 3 детей, так скажем, да, и теперь еще и 2 внуков, малышей, Красота. да. Ага, уже взрослые детки. Вот. И говорят, ну, моя говорит на русском, украинский понимает, но не говорит. Английский, конечно, родной, персидский, арабский. Мгм. Японский немного, корейский немного, французский немного. Прям Да, полиглот. да, да. Корейский она вообще сама изучала. Сама, Интересно. да. Ну, когда вот эти группы были популярны, они, в принципе, еще популярны, корейские ребята. Там это шоу-бизнес их, да. Вот. И потом я отводила в своей жизни 130 машин. Это еще Подожди, такой факт. отвозила? Отвод... Я водила, у меня было 130 А, машин. то есть опыт вождения на 130 разных машинах.
Да, это не то, что вот 5 метров проехать, да. У меня время было, вот период времени у меня была эта машина. Потом следующая, я хотела другую, я хотела другую, я хотела другую. Вот это Да, да. менялись вот так вот, да. Ну, муж мне это обеспечивал, да. Я не знала, что такое масло поменять. Это я сейчас знаю, что такое масло поменять, да. А раньше вообще не знала, с какой стороны. Ну, я говорю, ну, парковалась, ну, бахнула там чуть-чуть там фару заднюю. Говорит, да ничего, нормально. Вот тебе другая едь, да? Да. Сразу позвонил, ребята из гаража приехали, на следующий день уже готова машина, а я за это время уже другую вожу. Да. Прикольно. Вот, в чем класс? В том, что вот этот опыт вождения других машин – это кайф. Это чувствование габаритов, это чувствование самой машины. Ты водишь машину, да? Ну, конечно. Любишь водить машину, да? Ну, в принципе, да, особенно если на хорошие, да. Ну, когда мы не стоим в пробках, конечно. Водить именно, да? Любишь. Да, пробки не люблю, очень не люблю. Я тоже ужасно не люблю пробки. И я очень хороший водитель ко всему еще. Я хорошо разбираюсь в машине и чувствую ее, люблю водить. Да. С тобой Вот отдельную очень рубрику люблю. можно на "Ютубе" вести, и тебе еще будут доплачивать производители автомобильных компаний, и когда ты будешь рассказывать, что где хорошо, а что где не очень, потому что такой опыт не часто встретишь. Ага, ну да, точно. Хорошая идея. На двух языках. Ну, Да. Ага. так, ну хорошо, после бизнеса автомобильного что было? Вот так получилось, что трагически конец этому всему. Муж умирает, я закрываю бизнесы, продаю, закрываю, плачу. Все, с машинами я вообще не трогаю машины после этого. Абсолютно. Я забываю персидский язык, ну, то есть я не общаюсь. Это уже давно было, да? Нет, как? Не так давно. Я забываю в чем. Я вообще не продолжаю его, так скажем, совершенствовать, да? Я имею в виду, супруга давно не стала, получается? Нет, не так давно, не совсем давно. То есть у тебя Я еще как недавно. бы, ну, Еще свежо, да. еще свежо. Еще свежо, да. М. Вот. И ращу детей сама. Полностью ухожу в педагогику, психологию, во все, что мне может помочь понять себя, вытащить себя. Никому не доверяю вытаскивать себя, пробую, ничего не получается. Психика была у меня травмирована где-то год. Сама как психолог, я на себе никогда не чувствовала этого, да. А вот это вот так вот произошло в одночасье, я поняла, что да, я не думала, что я травмирована. А это получилось, конечно, травма бешеная была. Но я Да. спаслась в этом, да, я правильно все делала. Вот, и ребенок тоже, я ее вытянула с самого начала, я там вообще малыша была. Она, ну как, не малыша, но уже не взрослая еще, да. Мгм. Тяжело было переживать. Старшие девочки, они тоже тяжело переживали, но они были уже совершеннолетние, Мгм. уже взрослые были. А, да, это пришлось тяжко. И только как бы где она находила, это во мне. В общем, я стала и папой, и мамой. Вот, и Это ей тяжело, тяжело конечно. приходилось. И вот из-за этого я как бы ушла очень внутрь психологии, разбирательства и все всевозможные нумерология, эзотерика, ченнелерство, интуитивные каналы, понимаешь, даже карты Таро, даже Таро-нумерология. Ну, карты у меня дар предвидения был еще сразу с 17 лет. Я там просто карты раскладывала, просто видела, рассказывала, что у кого будет. И оно всегда сбывалось. Вот такое вот, да. Ну, и я не гадаю. Ага, ну, когда мне сестра может позвонить и сказать, а ну, разложи на картишке. Ну, я раскладываю, фу, я успокоилась и пошла. Она говорит, я успокоилась и пошла. И все у нее сбывается. Ну, ладно, такое дело.
Да, В общем, бывает. считывала информацию хорошо. Я считываю, да, хорошо, я хорошо с людей считываю. И у меня и образование такое подоплека, и НЛП у меня, и нейролингвистика, и у меня э, и психология, клиническая психология вместе с онкопсихологией, и у меня конфликтология, и у меня различные другие направления, и психосоматика. В общем, очень много разных направлений психологических, которые направлены именно вот я хочу с собой разобраться. Мгм. Да. Дальше. И после этого, ну, это длинный путь, это ежедневное вытаскивание из А себя обществом ты познакомилась уже совсем после? недавно. Недавно? Совсем недавно. Сколько времени? Светлана мне позвонила. Саш, пошли на саммит. Ну, пошли. Что там будет, как там Это будет? прошлым летом, наверное, да? Или Не-не, этим вот летом? этим. А, Вот этим. этим что было. Да. Говорит, поехали, в Лондоне притом. Тебе никуда тащиться не надо. Ну, давай, поехали. Говорю, да ради бога, пошли. Ну, я за любой кипиш в плане того, что тут тусовка, поговори с нашими, красиво, и там разберемся, я ей сказала. Я говорю, по ходу разберемся. Ходу, да, да. Да. И придя туда, я очень долго приобрела знакомых. Я там почти со всем залом попереговаривалась. С кем, ну, пока собирался народ. Гундерс, не знаю, помнит или нет. Он меня Я так думаю, конечно, попросил, помню. пожалуйста, кофе можно? Ну, хорошо, ради бога, можно. Он рядом там был. Я не знаю, помнит или нет. Да, первый раз же ж виделись тогда. А потом, после этого, я думаю, ладно, интересная тема, Мгм. мне хочется попробовать. А что больше всего на тот момент откликнулось, что понравилось? У меня третьим чувством интуитивно я почувствовала, что там безопасно. Безопасно. Это новый проект, это новое, это сообщество. Потом, когда я пришла домой, и я за несколько дней посмотрела там дофига этих на Ютьюбе, что нашла, на каналы Негатив нашла? вступила. А? Негатив Что-что? нашла? Да, ну я же психолог, какой я негатив не ищу. Я ищу, у меня сразу, знаешь, ой, какая я такая, у меня такого нет. У меня, как я выйду из этого? Что мне надо из этого? Знаешь, Мгм. как? Прям интересно, а как ты информацию искала? Можешь вспомнить, что ты, может, вбивала конкретно? Потому что многие же пишут, там, например, Меркурий отзывы, да, и там сразу же надо почитать все самое нехорошее, чтобы понять. Не, я это не вбиваю. Мне хватило того, что я пообщалась с народом, я увидела, что они мало того, что, знаешь, уже прошел период вот этого сетевого, сразу вот это, классно, блин, побежали всем табуном, бегом за этими. Да, я же эти уже, я у Энтони Робинсона была, я уже в стольких была, понимаешь, уже их лично видела здесь, в Лондоне, поэтому меня вот этим не купишь. А Понимаешь, скажи, вот пожалуйста, это опыт в каком-то MLM или в проектах был уже на этот момент или нет? У меня был опыт, ну, печальный, но я понимаю, что я где-то в каких-то сетевых, да, из-за продукции, но М, не из-за бизнеса. мгм. Да. Я Продуктовая. попробовала однажды бизнес, конечно, компания нехорошо поступила. Это было очень давно, когда только начинались все вот эти дела. Вот. Нет, Скажи, сетевого у пожалуйста, меня. а ты сталкивалась с таким моментом вот на этапе, потому что мне вот прям очень интересно твой опыт. Вот на момент, может быть, изучения, скажем так, сообщества, сталкивался ли ты с тем, что, ну, где-то был негативный фактор? Ну, все мы знаем эту фразу, да, ой, это сообщество, это пирамидос, там, да, вот с таким, Конечно, и конечно. как ты на это отреагировала? Да, пирамидос. Я когда говорила народу, о, это пирамида Висудосвидос. Хорошо. Говорю, что такое пирамида вообще? Ты знаешь, Нет, Саша, нет, что а такое когда пирамида? ты, вот когда ты с этим столкнулась, с сообществом, ты увидела некую пирамидальность или что-то? Вот твой личный опыт знакомства. Нет.
Я даже не увидела эту Это пирамиду. даже не Я поняла увидели. сообщество, да, и у меня сразу Красный Крест, понимаешь? У меня сразу пошел, это, наверное, по типу Красного Креста. Вот это я и хотел услышать. Вот, видите, как интересно. У каждого свой интересный путь знакомства, и каждый вот видит, ну, видит свое. И как интересно, Александра вот сейчас подсветила очень важную мысль. То есть, заметьте, да, как интересно все-таки Красный Крест. То есть, вот последовательность. Первое, ты сказала, что ты в сообществе увидел некую такую безопасность, да. А, При этом ты не искала негатив, то есть ты осознанно шла, наверное, ну, уже с запросом во Вселенную, что хотелось некое такое, ну, безопасное сообщество. И Красный Крест это для тебя что символизирует? Помощь? Ну, здесь безопасность, знаешь, почему? Да, безопасность в чем? В том, что у меня плохой опыт с банком. Мне нужно было куда-то э, определять свои доходы, чтобы меня не нахлопнули, не захлопнули, и чтобы у меня ребенок не голодал. Мгм. Вот в чем была основная, как бы, такая материнская безопасность своего потомства, чтобы не было вот И такого, здесь, что было здесь. и здесь ты это увидела, правильно понимаю? Да, да, я увидела вот это здесь. Я, конечно, ресерч сделала, исследование сделала, посмотрела. Э, Я не помню, как я куда заходила. Я нашла Белоусова, я нашла Высадина, я нашла Левченко. Ну, у нас же платформу ведет Нелли. Мгм. Нелли нашла. На Света мне очень помогала в этом деле, Злата мне помогала в этом деле. Они мне сообщали информацию, я выходила, я читала. И как-то оно все быстро так произошло. Да, ну я открыла потоки, три платформы открыла, подсуетила людей, рассказала. И все, и сейчас У уже тебя очень растем. быстро все пошло, я так понимаю, да? Да. Круто, круто. Я поняла, что здесь можно сделать деньги, не отчитываясь, не боясь за то, что кто-то заберет, потому что банки у меня просто закрыли. Я переводила с одного счета, со своего, на счет друга, и мне Мгм. нужно было доказывать, что это мой друг, и с этими дурацкими вопросами. Мы вас защищаем. Я говорю, с какой стороны вы меня защищаете, а? Вы защищаете свои интересы, чтобы месяц пользоваться моими деньгами и сделать себе бабло, рассказывая мне, что мы вас защищаем. Мне одного раза хватило. Я поняла, что все к этому идет. Они сейчас пробуют, как народ будет воспаляться или нет. Дело в том, что они сейчас везде AI ставят, этот искусственный интеллект, и не достучаться до людей. Просто шпарит одно и то же, одно и то же, одно и то же. Да. Да, Вот. Ну, знать все эти технологии обязательно всем. Да. ну Чтобы не да. остаться как бы вне управления. Считаю, да, что это не похоже ни на какие фонды. Это уже такая мощная экосистема. Если начиналась с кассы взаимопомощи поначалу, как вот я слушала рассказы все, потом Мгм. крипта была внесена в этот фонд по сравнению с теми, как вообще крипта у всех вырастает. Он Трамп запустил свою крипту. Сначала крипта вышла, купили, а потом узнали, что это трамповская или там какое-то сообщество, да? Нет, нифига. И та крипта каждая заходит. У меня просто был еще опыт, арбитраж здесь такой был, давненько у нас, да. Роботы куда вкладывают деньги, Мгм. и потом вынуть не можешь. У меня там была тоже кругленькая сумма, которую я не успела вынуть. Мгм. Да, и, ну, я никуда не влезала, и вот это вот первый фонд, который мне отозвался интуитивно, а я уже научена, что по интуиции четко надо идти. Она меня никогда не... Если я начинаю сомневаться, все, каплык, это уже мозг внедрился. Начинается. Да, а мозг не всегда нам Свистка полезен. пляски. Да-да. Вот. Так, хорошо. А могла бы ты перечислить, вот, может быть,
там 5 фактов, может быть, больше. Вот что для тебя сообщество, что для тебя ну, самый большой интерес, может, вызвало, или ценности? Самый первый это интерес – это сделать деньги. Мгм. Самый первый интерес – я люблю деньги, я хочу их больше. Это дает мне возможность больше путешествовать. Короче, это инструмент. Больше моего инструмента, который называется деньги. Мгм. И больше возможностей за счет денег я могу себе позволить. Второе. Так. Это народ раскрепощенный, у кого уже отпало вот этот вот страх, что нет денег, блин, как ездить, вот это вот все, что делать, как купить, как заплатить. Народ на релаксе. Это приятно. Вокруг такие люди, это приятно. Третье – это сообщество. Мы не пропадем. Мгм. Если что случится, мы объединимся, и мы найдем выход. 100%. Четвертое. Очень много русскоговорящих. Наш русский дух. Неважно, в какой стране ты по-русски умеешь разговаривать, имея там свой национальный язык, но ты по-русски. Все, у тебя русский дух наш. То есть мы свои, Да. большинство. Да, прямота наша, прямая вот это вот да, нет, не знаю, не могу, не сделаю, сделаю хорошо. Понимаешь, понятно. Да. Просто я уже на чужбине давно, как бы уже 26 лет, Мгм. поэтому я очень ценю наш русский дух. Э, Мне это очень важно. Вот эта честность, искренность, понимаешь, это э, искренне помочь. Вот если наши помогают, уже все, капец. Без сомнения нет. Вот знаешь, Да. когда идет, как проверяется, когда именно вдруг что-то происходит, если наши помогают, все, нет чистого сердца, там нет денег, там нет мне выгодно, мне не выгодно, понимаешь? Там все Да. видать. Наши всегда придут на помощь, всегда. Это да. Ну Полностью и согласен. это, это пенсия, потому что пенсия, я предприниматель, у меня пенсия только зависит от моего заработка. Понимаешь? Я на эту страну работала, но эта пенсия – это вообще, ну, на хлеб насущный и на масло. Мгм. То есть та Могли пенсия, которую ты уже сбиться. заработала, будучи предпринимателем, она вообще мизер. Но я же на государство, оно тоже не будет платить то, что, да, не так много. Да. На нее Мгм. прожить с моими желаниями невозможно. Не совпадает. Да, немножечко тогда. Ага. У меня ребенок растет, вон еще дети уже мелкие родились, понимаешь? Это кому-то ж передавать что-то надо, чтобы их обезопасить. Тоже Мгм. надо. Да, чтобы мне спокойнее было, чтобы я знала, что если уйдут, то они не пропадут. Да, и при жизни даже не пропадут. Ну да. Ну, легче как-то, свободнее, да, безопасней. Ну и это свобода. Прежде всего, свобода для меня это номер один. Это свобода от всего, любого правительства, любого банка, любого, кто контролирует. Понимаешь? И при том это все больше и больше выходит, что мы будем расплачиваться именно нашими через внутреннее, не вынося все эти деньги на внешние карточки. То есть там будет какая-то следующим. Ну и возможности самого фонда. Я как почитала, боже мой, валидатор, надо уже скоро валидатор покупать, да? Ну да. Да, и кроме этого еще там будет и будет и будет. Это такая маленькая открылась занавесочка, что может вообще этот фонд. Ну и что очень приятно, что Васадин, да, он как бы земляк. Так приятно, гордость такая, наш русский дух, блин, это все придумал. Да. Такая гордость за наших, да. Ну и там все остальное, оно
не так важно, там очень много всего еще может быть, да. Но вот это Мгм. вот основное: свобода общения, свобода перемещения, свобода позволения покупок и так далее, да. Вот это, конечно, самое важное. И народ, да. Да. Да, мне кажется, ты самое основное, самое топовое действительно назвала прям четко. А скажи, пожалуйста, вот пункт мы, ну, ты говорила про финансы, а могла бы поподробнее здесь рассказать, то есть, что для тебя важно финансы? То есть, ну, ведь по сути, мы же, когда рассказываем про возможности с точки зрения финансов, про Меркурий, да, то мы говорим, что здесь есть пассивный доход, правильно? Вот ты же это имеешь в виду, то есть тут присутствует вот пассивный доход, который как раз и дает возможность тебе там, ну, делать больше, чем там, скажем так, классическое предпринимательство, когда тебе надо активно работать, что-то делать, да, а здесь Да, ты, по сути, кнопку тяжелую очень функцию делаешь, да, и получаешь вот этот да. пассивный доход. Что для тебя это? Можешь немножко шире раскрыть Это эту так тему? приятно, это так кайфово. Один раз там в какое-то определенное время внес деньги внешне, да, и нажимаешь на кнопку. Ну что лучше бывает, а? Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится. Точно. Да? Дядька Титамир еще когда-то. Да, ну правда же, правда. Да. Нажал и получил. Не, ну, конечно, нужно сделать какие-то мозговые действия, да, положить там, сколько положить, через какое время, что там добавить, какой поток. Ну, в этом разберется и ребенок, если ему нормально объяснить. Он я своей Мгм. объяснила, все нормально, все Я нормально. все дочки уже нажимают. Не все, еще те соображают еще. Повзрослее, те соображают, там, да, конечно, вот с детьми разберемся. Та в Дубае постоянно еще не замужем, знаешь, она занята, у нее личная жизнь, ты понимаешь сейчас? Да, Понятно. ей не до кнопок. Там пацан Беркиным занимается, сумки, ну прикинь, сколько бабла там, так какое там-то путешествие одни, Чем да. занимается? Ну, он там что-то, Беркин вот эти сумки продает. Понял. Ну, там одна сумочка минимально 30 тысяч стоит, да? Минимальная такая, самая такая, да. Вот поэтому у ребенка сейчас не Ну, какой не там те кнопки. интересы, понятно. У нее интересно, он ее там возит, у нее там вообще так интересно, все красиво, не до этого. У этой дети малые, какой там нажать на кнопку, здесь хотя бы поспать, говорит. А это нажимает на кнопку каждый день регулярненько. Все нормально, нормально. Это еще нет дополнительных таких, Ясно. которые бы Скажи, ее пожалуйста, отвлекали. такую мысль. Вот период, скажем так, до сообщества, это у тебя, ну, там, скажем так, ряд сложностей, возможно, да, ряд там каких-то обстоятельств. Вот что изменилось после того, как ты пришла в сообщество, можешь перечислить там вот прям, да, по факту так. Да, самое важное, у меня отпал страх того, что у меня деньги закончатся. Это круто. Вообще, мне пофиг теперь, понимаешь? Я знаю, что у меня всегда бабки будут. Второе. У меня отпало, думание, что ребенок, да, вот чем она еще не доросла до того момента. Дети уже определены те, взрослые, а вот сейчас подрастает еще несовершеннолетняя, как будет с деньгами. Потому что сейчас образование идет, а у нас платное, оно 10 штук в год. Такое нехило, да, такие бабки. И притом она, не знаю, если она захочет в Оксфорд пойти, там еще больше, понимаешь? Вот, и поэтому у меня вот это была еще одна. Как вообще я смогу, и она как будет? Ее одевать-то надо тоже. Мгм. А им минимум там 500-600 фунтов за одни туфли, понимаешь? Это же ужас. Как вообще? Тоже у меня вот это отпало. Я спокойна. У меня все получится. И у нее получится. Потом то, что путешествие. Вот это еще один вариант. Начала сейчас Если много путешествовать, правильно я понимаю, да? Ну, я достаточно, да, так путешествую нормально.
Я нормально, в принципе, путешествую, но меньше. Сейчас я Мгм. больше начинаю. Но здесь как? Здесь путешествуешь. Мне очень нравятся вот эти путешествия. Приехал, оделся красиво и пошел пить там что-нибудь из бокала, понимаешь, разговаривать с людьми, с единомышленниками. Классное путешествие, я тебе Вот, скажу. мне кажется, ключевая еще мысль, что ты путешествуешь не просто с какими-то непонятными туристами, да, а ты уже приезжаешь куда-то, а там свои. И это же круто. Да, свои. Есть о чем уже поговорить. Не стоишь, как белая ворона, а с чего бы начать, с кем бы поговорить, да? Да. Да. И главное, что красиво одеться, слушай. Это же вообще... Здесь же не оденешь вечернее платье просто так. Нужен повод, Ну да. Для девушки это тем определенное более. место. Да. Как я психолог, я еще делала расстановки, да. Ну, в принципе, делаю их, как кто хочет, тут все делаю тоже. И когда я занималась собой, я в расстановках узнала о репрессивных, да. То, что у меня в роду были репрессированы. Но если так разобраться, у нас почти у всех были репрессированные кто-то. Но когда я начала разбираться со своим родом, и буквально недавно я узнала четко, кто был репрессирован в моем роду. Это было совсем недавно, да. То есть я знаю, я помню деда, которому из-за того, что он был дворянином, его дед не мог получить во многих московских университетах и дальше российских, не мог образование, которое нам нужно было получить. И только Тимирязевская академия ему разрешила учиться. Нормально, да? Интересно. А тогда и вот в этом роду были репрессированы, из-за этого не разрешили еще ко всему. Да? И он, будучи, отучившись в Тимирязевке, его потом посылают за рубеж, и после зарубежа там он квалифицируется, там он учит зарубежных в Европе, это была Австрия, он их учит тому, что научился в сельском хозяйстве, да, Мгм. и потом Советский Союз ему дает самую благодатную землю Херсонщины на Украине для того, чтобы возглавлять вот эти вот все фабрики хлопчатобумажные. Он был вообще руководителем всех их. То есть это самый такой мощный центр Советского Союза был. Одна из точек самых лучших, да? Ну, не лучших, а самых крупных. И Мгм. для меня вот это на подкорке, на таком глубоком уровне подсознания страх, что меня отберут. И были программы такие, ну нафига делать, если отберут уже, а? Что я буду? Это не то, что пыжиться, чтобы не получить, а это по башке получить за это, да? Мгм. То есть это наказание идет за то, что за то, что ты делаешь, хорошее делаешь, и тебя же за это сажают. Да. А за деньги там вообще не идет речи, да? Вообще нет денег, забирается все. Поэтому для меня вот эти программы, они были очень насущны, и сколько бы там проработки не было, когда ты уже прочувствуешь это все, да. Вот Мгм. закрепление было в том, что я давала запрос во Вселенную, конечно, да, и я себе нагенерила его, этот фонд. Он Понятно. пришел ко мне, да. Так, правильно я понимаю, что путем, во-первых, проработка произошла, ну, вот этих программ, о которых ты говоришь, и Да. получается, ну, тем фактором, который закрыл этот страх, является как раз фон. То есть все лягло как нужно. Да, все как бы поэтапно складывалось. Притом я думала еще, вот эти вот все годы, знаешь, его невозможно все вычеркнуть и сказать: "Вот только это помогло, вот только это помогло". Нет, оно все в Череда событий. пакете помогало, потому что я тоже, финансовую грамотность проходила. Я проходила психологическое, мышление, как его настроить для мышления финансовое, чтобы думать финансово, а не как, наемщик, да, что ты наемный Мгм. работник, да. Как уйти от этого? А, и в оконцовке что? Я вот эти вот разные корзины я нашла.
Мгм. Понимаешь? А Да, здесь да. в этой корзине одна корзина кэшфлоу, другая корзина это валидатор, третья там корзина, еще что-то, я уже не помню просто, что там, какой еще инструмент есть в Меркурии, но это у меня сейчас не первоочередной, сейчас у меня кэшфлоу развить, а потом уже следующий будет, следующий этап. И да, Так, ну и хорошо, вот потом мы, в еще, принципе... еще одна штука, почему меня заинтересовал фонд, в том, что, ты знаешь, наполовину уже у людей решается психологическая драма, трагедия, и из этого вытекающей программы, когда у них закрыт тыл с деньгами. Да, база. Деньги не все решают, однозначно не все. Но самое важное это тогда, когда уже ты начинаешь творить. Ты уже не думаешь, у тебя не скукожен мозг на выживание. Ведь я не знаю, знаете или нет, знает ли кто, что 97% мозг идет на угрозу. Все, как защитить себя от угрозы и работает на то. А только сколько, 7% остается на то, чтобы помыслить и как бы выйти, на возможности увидеть. Да? Представляете, говорят, 97,7, всего лишь 7. И нужно в эти 7 войти и пойти туда. Мгм. Ну, вот так как-то. И потом Так, еще я а? могу быть очень полезной многим меркурианцам, потому что я педагог, я играю на фортепиано замечательно, я учу фортепиано, и я учу композициям, да, и я Мгм. педагог от Бога. Я люблю, я могу любое тебе преподать легким, простым языком. Точно так же прекрасный психолог, который подберет то слово, которое пробьет, которое услышишь. Скажи, ты свой талант как вот методист, методолог, да, как учитель, педагог, ты же Да, я применяешь, частный, скорее всего, в построении команды. ну, я пока, да, пока постепенно иду, да. Потому что кроме того, что у меня есть Меркурий, у меня же есть еще и работа, которая я люблю. Меня никто не заставляет ее делать. Я ее люблю, и я делаю на то я ни на кого не работаю, я работаю сама на себя. То есть у тебя Я работаю предпринимательство как как бы со осталось еще. взрослыми. Да, мне это нравится. Пока мне это нравится, пока я здесь расту, пока я свои проекты что-то сочиняю, у меня другой подход вообще к тому, нестандартный. Мгм. Я к любому ребенку или к взрослому, которого я обучаю, или с кем я консультирую, в моей Консультируешь здесь, именно как, да, ну, как психолог, правильно понимаю? как психолог, и я учу как педагог, и я использую и психологию, и в обучении тоже. Да. Ага, круто, круто. Мгм. Так, вот там нам комментарии шлют, сердечки, лайки. Александра, тебе, что ты такая молодец. Есть еще вопрос, знаешь какой? Вот я его стараюсь тоже задавать всем. Что бы ты порекомендовала, какие бы, может быть, советы дала или просто какую-то озвучила бы информацию вот тем людям, которые будут смотреть данное видео и, ну, в любом случае, они там, может, присматриваются к фонду, может быть, там что-то знают уже, может, вообще ничего не знают, да? Что бы ты посоветовала, какие сделать им шаги, возможно, какие-то, может быть, мысли озвучила, что им делать, чтобы узнать, скажем так, лучше фонд или какие-то шаги предпринять. Каждый в свое время приходит к тому, что ему нужно. Не бывает поздно или рано. Всегда все вовремя. У каждого. Если человек не созрел, значит, ему надо больше посмотреть. Больше информации. Если он созрел, он будет действовать. Но здесь, ребята, действуйте, просто приходите, смотрите, как это все делается, посылайте потоки, там разберетесь по ходу. Не бойтесь, что вы что-то потеряете. Точно не потеряете. Или точно так же останется столько денег, сколько было, ну, чуть-чуть больше, если не будете знать как. Либо же, ну, либо вам нужно больше времени будет потом поговорить с вашим человеком, который вас приведет сюда, пригласит. Ну, команды у всех разные, и любые люди есть, и захотите, вон, э,
Придете вот к Максиму, поговорите. Вон кто-то там еще, кто-то есть, поговорите. Бога ради. Даже если мы не в команде в одной, не в одной ветке, не важно. Мы все делаем одновременно и в одно, и для всех. То есть это как большой котелок со множеством драгоценностей внутри. И Хорошая вот фраза. можете эти драгоценности себе взять. Ну, что нет? Круто. Приходите, просто по ходу разберетесь. В моменте кайфуйте, не бойтесь. Страх- это вообще такая штука, которая нам мешает. Настолько мешает, что капец. Если есть страх, приходите к Александре. Вот и все. Развеем все ваши штуки. Пойдем и будем действовать. Даже если страшно. Ничего, по ходу разберемся. Супер. Я с вами, называется, да? Вон и Максим с вами. Вон. Да, здорово. Так, хорошо. Позаботимся об этом. Да, все верно. Согласен, 100%. Надо сделать просто первые шаги, а там вселенная уже покажет путь. Слушай, ну если же даже, если же у нас настолько скептически, ребята, вы смотрите, есть же люди, которые сделали очень много в этом фонде. Не те, которые начинали. Вон, еще 2-3 года назад люди пришли, сделали деньги. И фонд работает уже 13-й год. Он не развалился, как арбитраж здесь у нас в Англии, да? Поработал там какой-то 1-2 года, собрал все бабки, закрылся и до свидос. Нет, уже Да. 13 лет вон, и все и круче вот эти дни рождения каждый год. Да вообще, в этом году, конечно, будет фейерверк. А что будет в следующем, я даже представить не могу. На Поэтому, ой, планете это другой вообще встречаться класс. будем. Почему именно так? Потому что я много раз видела, как человек может держаться вот внешне хорошо, но внутри быть на последнем издыхании, понимаешь? И я видела это на моих консультациях, вижу людей, спрашиваю, может быть, тебе как, потому что в Англии, ты понимаешь, можно ли я тебе помогу? Да у Ну-ну. меня все окей. Ага, окей, нет. И я знаю, это не по теориям, а просто я еще и чувствую ко всему. Жизнь у всех разная, но общий момент есть у всех, когда вот я или ты, или кто-то другой вокруг понимаю, что поговорить-то по-настоящему я не могу ни с кем, а именно в таких ситуациях человек и теряет самое важное. Вот это вот ощущение опоры внутри себя. Да? Когда я начинала подниматься сама после того, как мой муж умер, я заметила одну простую вещь. Когда есть маленький такой момент в прошлом, где что-то получилось, не грандиозно, не геройски, а просто вот так получилось. И этот момент не исчез, а он живет во мне, да. Поэтому первый шаг. Так. Я назвала эту практику «Одна линия жизни». Первый шаг. Вспомните один маленький момент в жизни, когда у вас что-то получилось, не глобально, не грандиозно, просто получилось. Даже если это была еле заметная победа. У каждого есть такое, да? Может быть, кто-то прошел собеседование, кто-то прошел встречу, кто-то с кем-то поговорил, кто-то выстоял где-то, кто-то помог кому-то, кто-то нашел силы выйти даже из дома, будучи в своей пещере, да, комфортно. Кто-то закончил свою поставленную задачу. Ну, в общем, это не позитивизм, да, такой, а точка доступа к ресурсу, который не исчез. Второй шаг. Теперь скажите, теперь проведи от того, сам себе говори, я провожу, от того момента, который ты сейчас помнил, да, до сегодня воображаемую линию. Она может быть прямая, она может быть зигзагами, как угодно, но лучше прямую. Между тем я, которая смогла, и я, которая сейчас здесь. Когда мы сейчас делаем, что мозг делает? Он начинает искать связи, действия, решения. Вот сейчас что происходит. А не проблемы. Связи, действия, решения. Это что называется в психологии нейропсихологический эффект. Мгм. Дальше. То есть без всяких эзотерик, да? Шаг 3. Скажи, даже спроси себя, какой маленький шаг
я тогда сделал или сделала, который я могу повторить сегодня. Небольшой, не геройский, не спасательный. Именно маленький шаг, который работал уже однажды. У нашего мозга есть правило. Если однажды сработало, вероятность снова сработать огромная. Поэтому все, сделал? Да, Ребята, сделали? А теперь завершение. так. Мы, люди, выходим из сложности не силой, а повторением тех шагов, которые когда-то уже вытаскивали нас вперед. Нам всегда жизнь подставляет подсказку. Нужно просто вспомнить ее. То есть, проведя линию сейчас, вы запустили работу мозгу найти решение, решить сегодняшнюю проблему. И вы найдете сегодня решение, либо завтра очень быстро. Главное это увидеть. Ты вспомнил, что было раньше? Совсем чуть-чуть что-то было, маленькое что-то, то, что сподвигло. И теперь. Вот эта Ну, маленькая прямая линия, мгм. которая оттуда сегодня, она запускает эти процессы. Оно кажется, что это очень просто, да? Но это не тест, который надоели, это не вот это дыхание, дышим на 4 не дышим, понимаешь? Это не визуализация, вот визуализирую себе вот это, как задолбало уже. Это не аффирмация, понимаешь? Которые вот, я красивый, фу, блин, я некрасивый, да? Ну, здесь Типа немножко этого, да? практично, скажем так, да, Это техника. чистая психология, нейропсихология. Это очень просто для всех. Это реставрация через собственный опыт. Это не надо, вот представьте успех, Энтони Робинс, а потом идите купите мои за 10 штук эти самые. Просто представьте успех, и у вас все будет. Нет, очень просто, и каждый делает это как хочет, да? Да. Друзья, ну что ж, давайте поблагодарим. Сегодня у нас в гостях была Александра Брюзгина из Лондона. Мы Спасибо. услышали очень интересную историю, очередную историю того, как вот человек пришел в сообщество, поделился своими ценностями, которые откликнулись в сообществе. В общем, поделилась теми интересными фактами, которые у нее в жизни случились. Как и у многих, у нас бывают периоды сложности, так вот и Александры тоже, да, вот, скажем так, период сложностей он был, может, в какой-то степени остается, но благодаря сообществу, я думаю, этот период у нее прошел гораздо проще, легче. Ну, и об этом, по сути, она нам сегодня рассказала. Поэтому еще раз благодарим. А все, кто захочет принять участие в нашем таком вот эфире, пожалуйста, контакты ниже, под видео есть. Пишите, добавляйтесь. Все, кто хочет побольше узнать про сообщество, также можете обратиться по контактам ниже. Возможно, кто-то захочет связаться с Александрой. У вас тоже такая же возможность будет, потому что Александра еще и классный педагог и психолог. Что ж, друзья, всех благодарю. Тогда до новых встреч. У нас много всего еще интересного, поэтому добавляйтесь. Ну и будем полезны друг другу. Всем пока.